Всем привет! Вы на канале PsyLab, и мы поговорим на тему ребенок-меланхолик. Описание. Как определить, что ребенок меланхолик? Какие индивидуальные особенности стоит учитывать при его воспитании? Об этом сегодня наше видео. Итак, ребенок-меланхолик – это достаточно тихий и отчасти молчаливый малыш. Начиная с раннего детства, меланхолик любит капризничать. Это проявляется в момент, когда мама вроде бы как уложила ребенка спать и пытается положить его в кроватку. Но малыш сейчас же просыпается и начинает кричать, что есть мочи. Тут же его мама укачивает, снова пытается положить в кровать, и все повторяется вновь. Такой ребенок очень долго засыпает, а если мама отходит буквально в кухню на 2 минуты, может разразиться вой на всю квартиру. Только потому, что он не видит маму собственными глазами. На прогулку родителям приходится одевать сумку кенгуру. Только тогда ребенок чувствует себя защищенным и может тихо себя вести. Он очень не любит, когда возле него громко разговаривают или шумят. Ему кажется, что его хотят обидеть. Подрастая с каждым годом, ребенок-меланхолик все равно частенько просится на ручки, и родителям ничего не остается, как гулять вблизи дома или же тащить его потом 3 квартала на своих руках. Когда меланхолика приводят в сад, то ему обычно сложнее из всех типов темперамента влиться в новый коллектив. Поначалу ему нужно будет ходить в сад на 2 часа, потом на 4, еще позже на полдня, и только потом, когда он привыкнет к воспитательнице, его можно будет оставить на целый день. Обычно детки окружают новенького и начинают с ним знакомиться. Но меланхолик не то что не ответит, как его зовут, он скорее может испугаться и даже начать дико плакать. И это для него будет просто защитная реакция. Чтобы ему помочь влиться в коллектив, нужно, во-первых, как мы уже сказали, вводить его несколько дней в сад, чтобы он привык, и только потом оставлять в группе. Во-вторых, было бы отлично, если бы родители могли познакомить воспитательницу и ребенка в неформальной обстановке. Потому что в первое время, не зная других детей, меланхолик, скорее всего, будет проводить больше времени рядом с воспитательницей, сидя на ее руках или на скамейке возле нее, и отказываясь играть с другими детьми. В-третьих, меланхолику будет спокойнее, если он знает не только воспитательницу, но и хотя бы одного ребенка, с которым уже знаком. Это тот самый Ваня, с которым он гулял на улице до прихода в сад. В общении ребенок-меланхолик достаточно тихий, поэтому вы не сможете увидеть, как он с кем-то спорит или дерется. Но можете увидеть, как другой ребенок забирает у него из рук игрушку, и вместо желаемой сдачи меланхолик начинает лить крокодиловые слезы. И даже отдав ему игрушку практически сразу, то успокоится он не ранее, чем через 5-10 минут. А помнить эту ситуацию будет еще дольше. Что-то новое выучить для него целая дилемма, а выступать на празднике со стишками – это скорее практически нереально без слез и воплей. Зато слушать других – это всегда пожалуйста. Очень долго строить песочный замок – тоже без проблем. А полезть на горку – нет-нет, спасибо, я уж тут лучше постою. Нужно помнить, что такой ребенок очень тяжело переносит личные неудачи. Поэтому его родителям придется запастись мотивационными фразами о том, что у него все получится и не ошибается только тот, кто ничего не делает. Что же касательно любознательности, то меланхолик – это вечный почемучка. Почему так, а почему этак? Ему всегда и везде нужно объяснение. Поэтому он легко будет слушать часами, как мама, папа, бабушка или дедушка начнут ему читать огромную энциклопедию хоть днем, хоть на ночь. Сам же он охотно займется лепкой любимых животных, аппликацией на 8 марта для мамы, сестры или бабушки, рисованием или же лего. А когда научится читать самостоятельно, то предпочтет книгу своим сверстникам. Ему не столько интересны подвижные игры, как интересно, почему с неба капает вода, почему она замораживается и кто такой Йети. В дополнение ко всему, родителям рекомендуется тщательно следить за своими словами, чтобы не обижать меланхолика, и правильно подбирать слова во время критики. Потому что меланхолик очень восприимчивый ребенок. Ему нужно больше поддержки и понимания от взрослых, а не криков и критики. Самым оптимальным вариантом будет, если меланхолик найдет для себя человека, которому он сможет доверять, от которого будет получать много внимания и тепла. Частично в этом родителям может помочь домашний питомец, который будет ластиться к ребенку без видимой на то причины.
Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы не подписаны. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.